Всем привет! Мы снова на нашей дачной стройке. Сегодня у нас по плану сделать ввод для кабеля, питающего в баню. Делать буду его из-под пола при помощи железной трубы квадратной. Сейчас покажу, как она выглядит. А также мы хотим пошлифовать досочки, которые у нас пойдут для обналички окон. Да? Ну, также мы будем делать эту обналичку из белых крашеных досочек, шлифованных. Вот все по порядку. Вот такая вот труба у меня есть. Я ее шлифанул. Сейчас покрашу в черный цвет краской 3 в 1 по ржавчине. И буду монтировать ее с помощью нее проход через пол. Для того, чтобы завести потом кабель. Сейчас это будет временный кабель, а потом в дальнейшем при помощи ПНД трубы из-под земли заведем уже нормальный питающий кабель в нашу баню. Выровнял вот эту досочку рубанком, чтобы отлив ровно встал, а то пилой получилось не очень ровно, не очень красиво было. Сейчас будет все ровненько. Так, у нас наступила суббота, мы приехали на дачу, и я решил заняться вот этими двумя окошечками в первую очередь. Покрыл их лаком снаружи, ну то есть раму полностью и вот саму створочку. Яхтенный лак прозрачный, чтобы у нас досочки эти не портились, эти рамы, ничего с ними не произошло от сырости и так далее. Оба окошечка покрыл. Сейчас буду здесь ставить отливы. Вот. А Лена у нас продолжает шкурать досочки для того, чтобы они были гладенькие и красивые. Из них мы будем делать откосы на все эти окна. Откосы и обналичку. Чтобы под отлив не затекала вода между отливом и рамой, я вот тут еще герметика нанес. Вот так вот. Это как раз место примыкания отлива к раме. Чтобы туда водичка не попадала. Вот так вот делаю. Все, вот так вот оно выглядит. Тут тень от меня, как обычно. Вот он на саморезы прикручен. То есть там есть вот в шве, получается, как сказать, там в этом герметик там внутри, чтобы туда водичка не попадала. Второй отлив тоже готов. То есть вот они оба. И сейчас будем заниматься уже чем-то следующим. Получились у нас вот такие шлифованные доски. Сколько-то их тут штук 7. Не знаю, метра по 3, наверное, примерно, плюс-минус разные. В общем, набрали те остатки, какие есть. Вот сейчас мы их компрессором обдуем от всей пыли. И будем потихонечку примерять, подгонять на окна, и грунтовать и красить. Дай нож, пожалуйста. Да, только тебе ее нужно будет потом открутить. Это же... Само собой, мы сейчас вот эти боковинки сделаем.
Промежуточный этап по обналичке. Решили сделать мы вот с таким рисунком. Так. То есть внутренние досочки сделаны и наружные досочки сделаны. Та левая тоже сделана, она просто сейчас там лежит. У нас тут лесенка упирается, тут мешает. Вот. Они пока просто на пару саморезов наживлены. Поэтому тут все немножко криво. Главное нам было расстояние понять. Сейчас я их все сниму. Мы их прогрунтуем и будем красить и заниматься вторым окном. Сделали вот такой ввод внутрь бани снизу, из-под пола получается. Сквозь пол будет проходить труба 60×40 металлическая, и покрасил краской и саморезами прикрутил, пока вот так в гофре кабель тут торчит. Потом будет нормальный ввод, это все дело запенится и все будет герметично и плотно. Снаружи кабель вот так пока заходит, просто в гофре положен временно и туда уходит в трубу. Тут он привязан, чтобы никто его не дергал лишний раз. Сейчас мы будем устанавливать наличники на окна. Вот у нас комплекты. Вот первый покрашенный. Вот второй покрашенный. Они были прогрунтованы и на 2 раза покрашены белой красочкой Винхо. То же самое, что и наша баня. Вот сейчас будем их ставить.
Вот такие окошечки у нас получились. С такой белой обналичкой. В принципе, смотрится неплохо. Единственное, сейчас еще саморезики подкрасим, чтобы их не видно было. А то они такие желтенькие. Вот. А вот второе окошечко сделано полностью уже. Вот так выглядит оно. Там у нас занавесочки с той стороны, чтобы никто не подглядывал. Вот на этом все. Заканчиваем. Всем пока.